Всем привет, друзья! С вами Ишхан. Это уже третья серия проекта Репаты. И сегодня я отправляюсь в Гюмри, чтобы встретиться с Артуром, репатриантом из Москвы, который открыл образовательный центр в городе с помощью краудфандинга. Досмотрите этот ролик до конца, будет интересно. Ну, Артурчан, в первую очередь, вот немного о себе. Как ты пришел к КИДО? Решил соприкоснуться с жизнью в Армении, попробовать программу Birthright. Я 4 месяца был волонтером, сначала 2 месяца в Ереване, потом приехал в Гюмри, и я попросился, сказал, найдите мне какой-нибудь центр, где я смогу с детьми именно работать. И мне предложили одно место, которое находилось в шахматной школе здесь, в Гюмри, и оно было создано руками энтузиастов, скажем так, на горящих глазах. Я к ним присоединился, был волонтером, посмотрел вообще, как они ведут деятельность, но, к сожалению, там условия были не совсем удобные, очень маленькая комната, куча детей, и при этом, чтобы в туалет пойти, надо было идти в соседнее помещение, где холодно, не обогревается, все течет. И также вообще этот центр был уже под угрозой закрытия, так как не с чего было платить, и это сугубо, социальная деятельность, не бизнес-проект. Поэтому тогда я пришел и сказал, с ребятами договорились, что давайте мы все-таки будем продолжать это дело, оставлять детей, скажем так, на улице не очень хорошо. В общем, Ишханджан, мы подошли с тобой к дверям нашего детского центра. Здесь у нас, в принципе, указаны все услуги, которые мы оказываем, либо планируем оказывать. То есть это не просто детский сад, грубо говоря, а это место, где ребенок может обучиться чему-то сверх того, что ему дают. Да, мы именно делаем упор на, обучение, на развитие каких-то навыков. Это, не камера хранения для детей, где родитель просто взял, отдал. Да, давайте зайдем. Давай зайдем. Потом я отдельно кадрами засниму. Да, это у нас прихожая, там внизу у нас мастерская, там идет процесс ремонта, мы обязательно тоже зайдем посмотрим. Сейчас, можно заметить, много пыли. Сейчас у нас выходной день, суббота, идет стройка, соответственно, пыль поднимается, но когда дети приходят, обязательно это все защищается. Поэтому, если вдруг, не знаю, есть хейтеры на канале. Да. У нас там отдельно есть дверь, которая оберегает от пыли. Здесь у нас еще раньше был такой игровой формат поднятия даже на лестнице, то есть мы стараемся пропагандировать такой игровой формат обучения. Что они делали здесь? То есть, здесь, например, надо было руками касаться, при этом, чтобы одна рука постоянно касалась стены. Физическая такая. Перебегать надо было по этой дорожке. Здесь прислоняться и как тайный агент О, прикольно. То есть такая физическая зарядка на пути. Зарядка и зарядка для мозга. Финальный этап. Здесь можно пропрыгать. Прикольно. Вспомнить молодость. Слушай, красиво. То есть здесь на втором этаже проходят основные занятия, а внизу у вас получается мастерская, которая будет скоро. Да. Сейчас идет процесс стройки, ремонта. Да, здесь пока у нас основная территория, где проходят занятия. На сегодняшний день уже у нас 48 детей здесь обучается. Да, здесь у нас большая игровая такая зона. Здесь стараемся проводить какие-то активные занятия. А какой возраст, то есть с каких лет можно обратиться? С 3 до 6 лет. Да, мы также стараемся, вовлекать семьи малоимущие. При этом мы предоставляем им стипендию. У нас есть, спонсоры из России, которые им выплачивают эту стипендию на обучение. И таких детей у нас 12 сейчас есть. Просто хочу пару уточнений сделать. То есть, грубо говоря, был человек, который этим всем занимался, и просто ты решил проявить личную инициативу для, для поддержания тайной деятельности. Да, ребята были, которые этим занимались, то есть уже не первый год, и, я присоединился тоже к их команде. И мы поменяли, и брендинг, название, и локацию, и формат, и что-то более масштабное захотели сделать, и это
первый шаг это открытие вот этого центра. Насколько я знаю, вы даже проводили кампанию в интернете. Краудфандинг, да. Да. Можешь об этом рассказать поподробнее? Да, так как, в принципе, у нас не было своих, скажем, средств на то, чтобы это все построить, мы прибегнули к помощи краудфандинга. Тогда еще была программа «Планета Армения» с помощью объединения армян России. Такая очень интересная, полезная программа, где любой желающий мог презентовать свой проект. Мы также презентовали наш проект. Очень быстро, в принципе, мы собрали вот на первый этап деньги. Там за 10 дней мы закрыли сбор полностью. А вот если вот именно про сумму говорить, можешь ли ты раскрыть? Да, это не секрет. 9 миллионов 200 тысяч там драм ушло на то, чтобы построить то, что сейчас имеем. Часть из них как раз-таки была краудфандинговая. Часть нам как раз-таки фонд Birthright Армения предоставил в виде гранта. Что-то было принесено из старого центра, тоже какая-то мебель, какие-то столы, стулья также были. В общем, помаленьку, по чуть-чуть, кто как мог. Получается, уже 2 года прошло. Ну почти 1,5, да. Вот в этом году уже будет. И в августе будет 2. А мастерской, если можно, тоже. Это такой ваш второй шаг по расширению. Вот об этом, если можно. Да, это наш второй шаг, так как, в принципе, у нас и помещение позволяет здесь, и плюс все-таки ребенок, он должен многогранно развиваться, скажем так, то есть он должен взаимодействовать и с природой, он должен взаимодействовать с людьми, он должен также приобщаться к труду, это очень важно, особенно в детском возрасте. И я у вас на инстаграм-страничке видел, что вы тоже проводите краудфандинг. Да. И вот можешь об этом рассказать? На сайте Kido.M. Мы, значит, собрали уже 1 миллион рублей. Нам нужно собрать 1 585 000 в общей сложности на то, чтобы и отремонтировать, закупить мебель, закупить оборудование. Там достаточно дорогие вот печки для керамики, вот эти гончарные круги и все вот такое прочее. Вот, да, это у нас такая комната, скажем, яркая, вот здесь с пуфиками. Тебе не обязательно сидеть за партой смирно. И ты можешь, в принципе, сидеть на пуфике и также хорошо усваивать информацию. Вид хороший. Да, вид очень классный. Здесь вообще одно из таких больших преимуществ, на самом деле, почему полюбилось это место. Кстати, Артур Дженс, я еще заметил, что здесь наверняка сидит начальник. Ну, как бы... Начальник, босс. Что я хотел отметить, что обычно, да, в каких-нибудь, даже в детских садах или в школах, да, директор сидит за кабинетом, в который никто не может войти, и у детей такая, не знаю, у меня, по крайней мере, в школе было ощущение, что... А здесь как бы все открыто. Можно сказать, пропагандируем новую модель open space, где ребенок в любой момент, в принципе, может подбежать к директору. Ему не так страшно, да. А здесь у нас уже такое более городское пространство. Это как city room, мы называем его здесь, если обратить внимание, здесь и мебель, как бы она сделана в виде домиков. То здесь проходят уроки, дети сидят. Да, дети сидят, здесь обычно преподаватель что-то, может, рассказывает, рисует, пишет. Еще у нас уже есть комната для персонала. Учителя, да? Да, учителя. Ну и также здесь наша плюс кухня, где, в принципе, готовится еда. Да. А сколько учителей? На сегодняшний день у нас сейчас общий штат 10 человек. Лого, на самом деле, оно тоже необычное, оно интересное. Если его вот так как бы перевернуть вертикально, то здесь можно увидеть ребенку, вот, то есть это голова, это туловище. Можно также увидеть открытую книжку, вот это как книга, если опять смотреть сверху. Поле здесь норить. Давай. В общем, да, здесь дети, они уже будут, скажем, специализированно развивать свои творческие навыки. Мы поставим мольберты, где они уже будут, скажем так, профессионально уже рисовать. Планируем также конструирование всяких роботов, летательных аппаратов. В общем, скажем, приобщить их к труду. Ну, надеюсь, что в следующий раз, когда посетим, или кто-то из зрителей посетит, уже будет... Мы очень рады гостям, всегда открыты, как бы пишите, звоните, может, приходите, покажем, расскажем. А тебе лично тоже хочу спросить. Ты, получается, тоже вместе с этим проектом, можно сказать, переехал в Армению из Москвы. Тебе 24 года, да? 25. Ну, мне тоже. 25 лет, да, обычно у людей мысли такие: работа, карьера, старт карьеры, надо где-то вот в хорошую фирму устроиться и так далее. У тебя, но ты пошел совершенно по другому пути, ты вот помог открыть
такой замечательный центр. У тебя не было мыслей, все-таки, может быть, карьера, или а что в будущем будет? Да, на самом деле часто и вообще упрекают по этому поводу, говорят, да зачем ты за это взялся, пока типа рано, пока смотри за своей жизнью, потом будешь этим всем заниматься, как бы, ну, обычно как в головах у людей, то есть, когда я стану вот миллиардером, когда у меня будет очень много денег, да, в 40 лет, я уже вот с таким пузом буду, в общем, делать классные там вещи. Мне как-то прям руки чесались, не терпелось, и все-таки очень хотел что-то именно сделать социально важное в Армении, прежде всего. Я тоже, ну, от этого какое-то удовлетворение, удовольствие тоже получаю. Наверное, переезд в Армению все-таки он изначально был с каким-то посылом что-то сделать значимое, не просто там, жить в стране, где солнце 300 дней в году. Да, может, это прозвучит странно, вот, но это как-то, не знаю, позыв души и сердца. Можешь еще, пожалуйста, рассказать про твой именно переезд, то есть как тебе жизнь в Армении, да, спустя уже 2 года, не хочешь ли ты обратно в Москву? Мне здесь по многим параметрам нравится больше. Во-первых, как я уже сказал, здесь есть смысл того, что ты делаешь, как ты больше ощущаешь вклад, намного комфортнее, скажем, и климатические условия, и территориально, то есть ты можешь буквально там за час уже выехать на озеро Сиван, либо куда-нибудь в горы, на природу, уже совсем вроде бы другая атмосфера, другое место, другие чуть-чуть люди, другой диалект. Вот, это тоже интересно, в принципе, ты как будто бы как в таком маленьком мирке. Немного сложно, может, с местными, скажем, людьми, немного есть разность менталитетов, когда ты жил долгое время в другой стране, все-таки ты и говоришь, и мыслишь на другом языке, и чуть-чуть по-другому. Вот. Не говорю, что хорошо или плохо, просто чуть по-разному, да, сложно адаптировать. Да, особенности. Вот. Но это тоже иногда классно, это можно воспринять как какой-то тоже такой интересный опыт. И очень интересно, что люди понимают какие-то особенности жизни именно сравнивая. То есть, да, человек, который живет здесь, он не понимает, да, что почему здесь хорошо. Ну, грубо говоря. А если ты поедешь, не знаю, куда, даже вот, грубо говоря, человек живет в деревне, он там, не знаю, не думает, вот, можно туры там свозить на гору, например. А если он поедет в город, увидит, опа, а там спрос есть. Да. Привернется к себе, сделает что-то. То есть, вот именно вот это сравнение, оно очень человека развивает. И вот Да, когда 100%. Люди 100%. приезжают из других стран сюда, они видят такие плюсы, которые, возможно, для местных жителей они не являются какими-то 100%. принципиальными. Я, насколько знаю, ты был инициатором создания здесь клуба АК, вот так называется, который был изначально создан в Москве как такое сообщество для выпускников Высшей школы экономики. И сделали такой небольшой филиал репатриантов, экспатов, русскоязычных. Вот, в принципе, опять-таки уже люди извне тоже начали присоединяться к нашему сообществу. Это тоже, наверное, как раз-таки возникло оттуда, что часто, когда люди думают переехать или не переехать, они задумываются о том, а с кем они будут общаться, как же они оставят всех своих друзей. Делаем переезд более комфортным, более плавным, то есть ты не погружаешься в бездну неизвестности, а ты знаешь, что есть такие же люди, как и ты, которые прошли такой же путь, и это реально, и может мы даже своим примером можем показать, как вообще можно здесь жить и можно существовать, и это реально. Мне кажется, вот только так можно побудить людей, скажем, сюда репатриироваться, нежели там лозунгами «давайте, приезжайте, как же так, там, типа, надо все спасать». Да, это, конечно, тоже важно, правильно, но это не работает, к сожалению, вот, чтобы они здесь видели плюсы, а не то, что они будут жертвовать собой ради Армении, и вот поэтому там вынужденно ты переезжаешь на свою историческую родину. Артурджан, спасибо большое за время, за то, что тебе спасибо. Показал все. Желаю удачи и надеюсь, что данный ролик тоже кого-то может смотивировать. Буду очень рад, можно сказать. Я самый счастливый человек, если кого-то это смотивирует на какие-то шаги, конкретные действия. Спасибо. 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 Спасибо.